Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами коррекция на вот эти ноготочки. Безумно красивый был дизайн, очень хорошо относился. Клиентка с ним отходила с превеликим удовольствием. Белую руку покрасила, когда окрашивала брови. Итак, сегодня у нас будет коррекция. В данном случае у нас один малюсенький поломанный мизинчик, все остальные ноготки в идеальном состоянии, поэтому мизинчик мы быстренько нарастим, а на остальные ноготки сделаем коррекцию с поднятием свободного края, потому что у клиентки очень сильно вниз растущие ногти. Как обычно, снимаем основную массу материала на вниз растущих ногтях, снимаем материал с апекса и при этом оставляем всю толщину на кончике. С кончика мы снимаем только цветное покрытие и финиш. Потому что именно эти кончики нам в дальнейшем придется еще выше поднимать и накладывать на них еще больше материала. Зачем же нам такой перерасход геля, если мы можем за счет старого геля уменьшить толщину поднятия? Итак, сняли основные объемы материала фрезой, пилочкой заравниваем поверхность в районе кутикулы и заодно зашлифовываем отросший натуральный ноготочек. Убираем полностью весь свободный край, и наши ноготочки готовы. Останется только отодвинуть кутикулу, убрать птериги, нанести праймер, базовый гель и переходить к моделяжу. Как я говорила, у клиентки очень сильно вниз растущие ногти, и с этого ракурса это виднее всего. Нам нужно будет поднять эти ноготочки на полсантиметра для того, чтобы выровнять их архитектуру. Ну и плюс к этому нам нужно будет повернуть ногти, которые у нас растут не туда, куда нам необходимо, а это два безымянных пальчика на обеих руках.
Итак, начнем с наращивания. Под мизинчик мы подставляем форму, подрезали ее таким образом, чтобы она хорошенечко стала под натуральный ноготочек. В данном случае насечки для высвобождения боковых валиков нам не потребуются, потому что валиков у нас практически нет. И в один слой, в один прием при помощи полигеля выкладываем полную архитектуру ноготочка. При этом этот материал замечательно просохнет во всю толщину покрытия, никаких проблем нам не предоставит. Единственное, не забудем его поджать, поджимаем на 10 секунде. Остальные ноготочки моделируем опять же в одну капельку материала. Совершенно нам не нужно разбивать слои на более тонкие, для того, чтобы материал лучше просох, потому что материал у нас просохнет в любую толщину. Поэтому мы облегчаем себе работу и весь материал выкладываем в один слой. Основную массу материала при выкладке сводим на свободный край, который нам необходимо поднять, а на безымянных пальцах еще и поворачиваем в ту сторону, в которую необходимо. То есть у нас с одной стороны материала получается больше, а с другой стороны меньше. При опиле мы дополнительно пилочкой повернем верхнюю арочку в ту сторону, которую нам необходимо, и внутреннюю арку фрезой тоже выпилим с поворотом. Таким образом, ноготочек у нас станет идеально ровненький. А теперь опил. Опиливаем поверхность ногтей, поворачиваем опилом, опять же, наши безымянные ноготки. Остальные ногти опиливаем по стандартной схеме. Начинаем, как обычно, с боковых направляющих. Именно они строят форму наших будущих ногтей. Собираем верхнюю арочку. И в самом конце пилим нижние, потому что если мы где-то перепилим нижние на первом этапе, то потом их уже взять откуда-то будет довольно-таки сложно. Тоненькой фрезой выпиливаем внутреннюю арку, и при этом эта клиентка у меня просто фантастически боится этого процесса. Я не знаю, у нее какая-то фобия по поводу фрезы у нее под ногтями. Ей ничего совершенно не делаешь, она уже в этом моменте пищит и дергается. А у вас есть такие клиенты, которые в этом моменте тоже ведут себя не совсем адекватно? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы же с этой клиенткой всегда здесь начинаем друг друга уговаривать, что это не страшно. Я ей уже 500 раз показывала, что фреза по коже это не страшно. Что больно только тогда, когда нагревается фреза, и то она же не печет, она нагревается и не очень-то сильно. Но с ее фобией в этом месте, к сожалению, ничего не поделаешь, и с этим надо как-то смириться. Поэтому мирюсь и я, и клиентка, когда я ей кричу, что пилить не будем, она говорит, да нет уж, давай как-нибудь пилить. Она прекрасно понимает, что этот процесс просто необходим для того, чтобы сделать коррекцию именно в том объеме, в котором нам нужно, для того, чтобы поднять ее ногти, к сожалению, по-другому никак не обойтись, поэтому нам нужно терпеть этот момент на каждой коррекции.